Екатеринбург, 2000 верст. До Екатеринбурга 2000 верст. О, Господи. Иркутск, près de До Иркутска почти 7000. Невероятно. Et jusqu'à Nertchinsk, encore 800. До Нерчинска еще 800. Oui, princesse, s'il vous plaît. Byron, Plutarch. Понимаю. Понимаю ваши чувства, княгиня. Однако в делах подобного рода я обязан держаться установленных правил. Разумеется, Ваше Величество. 2 года назад швее графа Орлова был дозволен отправиться в Сибирь за осужденным супругом лакеем. Поступок простолюдинки сделал на вас вдохновение. Швея мало теряла, тогда как вы. Надеюсь, Ваше Величество, закон не может лишить дворянку того, что дозволено низкому сословию. Однако, настаивая на правах низкого сословия, дворянка может невольно себя уравнять. Monsieur le comte, tout est prêt. Господин граф, все готово. Catherine, ma pauvre enfant. Бедное дитя мое. C'était bien Бежать la от peine de французской fuir la революции, révolution чтобы выдать française дочь pour за donner русского sa fille à un заговорщика. conspirateur russe. Подальше, Господи, здравия, благодействия и Господи. Спаси, Господи. Oui, princesse. Que Dieu...
Ваше Величество. Остановись! Votre Majesté! Извольте говорить по-русски, сударыня. Parle pas russe? Я не говорю по-русски. Approchez-vous. Подойдите. Que désirez-vous? Что вам угодно? Daignez m'écouter. Выслушайте, государь. Votre Majesté, ayez la bonté à titre de faveur particulière de m'autoriser Позвольте à мне partager разделить l'exil изгнание du поручика lieutenant Анненкова. Annenkov. C'est votre Он mari. ваш Nous муж. sommes mariés Я civilement. была бы обвенчана с J'aurais ним, pu devenir sa femme если бы légitime aux yeux захотела de поступить l'Église правила деликатности. si j'avais accepté de transgresser les lois de la bienséance. Je me suis décidée à risquer ces démarches audacieuses Я lorsque j'ai решилась su que на des этот femmes дерзкий russes поступок, qui ont décidé de suivre узнав, leur что русские mari женщины пожелали ont следовать trouvé за en moi des мужьями mots compatissants и à leur нашли malheur. в вас сострадание. Pourtant, ce n'est pas votre patrie, Но madame. это не ваша родина, мадам. Votre Majesté, je renoncerai à ma patrie. Я откажусь от своей родины. Возьмите ее прошение. Votre Majesté! Vous en supplie! Votre Majesté, l'Europe entière parle de В votre Европе clémence говорят à о вашем l'égard des милосердии familles к de ces семьям malheureux. несчастных. Воистину нет пророка в Отечестве своем. Европа не усомнилась в моем сердце. Vous aurez ma réponse dans 3 jours. Я дам ответ через 3 дня. Истинно говорю вам! Как есть тех свежих отдаю! Ты что, ты не можешь послушать беречь, а? Ну, будет же пара! Что делать? Читал! А вы гляньте сами вас не трогают. Хоть одну найдете, тогда Если не исполнишь. Владеть крепостными, упиваться роскошью и считать себя свободными? Бог с вами, господа. До какой же поры жизнь дворян будет коснеть в разврате и в праздности? Неужели позор не отзовется у нас стыдом и омерзением? А вы что скажете, поручик? Я стыжусь моего сословия. Я такой же раб, как несчастный дворовый моей матушки, с той лишь разницей, что сознаю мое рабство. Натали, ну, Натали, крошка моя, ну куда же ты? Фея! Сира Карла Грандисона не... Фея! Я равно, как и другая женщина, должна ему казаться Фея! противную, когда он помышляет о своей Клементине. Бесподобная... Даже со стариком-лакеем, который во мне души не чаял, я обходился порой как истинный сын своей матушки. Ты где прятался, Федя? Ладно, на этот раз прощу. Покорно благодарим. Матушка ваша нынче 1,5 аршин себе на платье закупили. Вон прислали с Кузнецкого. Да не плети, Федя. Так они же не впервой, Иван Александрович. Как только появится материя подороже, сейчас всю и закупят. Чтобы, значит, по всей Москве, да что там по Москве, во всей России, чтобы платье у них у одних было. Иван! Царица небесная, о, спаси Ванечку от беды. Прибери. Да не дергай гребень-то. А ну гляну.
Ладно, пусть останется локон. Надоел ты мне, Иван. В прошлый раз на дуэли кого-то убил, этот раз 60 тысяч продул. Завтра же поутру уедешь в Петербург. Денег на руки не дам, в дороге будет кормить Федька. Долг заплачу сама. С братом больше встречаться не смей, не то и тебя прокляну. Руку целуй. И впредь без дозволения в Москву ко мне не являйся. Вон ступай. Сир Роланд крепко сжал ей руку. Боже мой! Даже приятность, те же самые прелести на сём милом лице. Не жмите так руки моей, сир Роланд, прервала речь его. Вы меня опечалите, если принудите меня повторить. Как? Сказал он мне. Мадемуазель Полин! Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Одно лишь неравенство разделяло меня с нею. Вы не поверите, государь, арест меня даже обрадовал. Препятствие, что мешало мне соединиться с нею, исчезло по воле Рока. Наконец, я лишен всех прав состояния, самого дворянства. Стой! Назад! Вас, кавалергард, я охотно спасу. Только ответьте, когда вы знали о заговоре, отчего же не донесли? Вы слышали вопрос, поручик? Отвечайте. Итак, поручик. Да, товарищи, доносить нечестно. А вы не имеете понятия о чести. Вы знаете, чего заслуживаете? Смерти, государь. Вы ждете, что вас расстреляют, что вы будете интересны. Нет. Я вас в крепости сгною. Ты что делаешь? Чего надулся? Ах ты! Куда глядишь? Зачем? Я жить не буду. Пистол! Пистол! Да куда быстрее? И так заграли! Plus vite, dépêchez-vous! Plus vite! Allez! Pistol!
Стойте! La réponse de l'empereur! Ответ императора! Сколько же мы здесь пробудем? В неделю, может, и сладим. 7 дней. Коломка-то не шуточная, ваше сиятельство. Ведь гнали-то как? Что ж, придется оставить Дармеса ехать на перекладных? Ведь это ж телега безрессорная. Ездят же люди. Какие люди, ваше сиятельство? Мужики да каторжные. Их везли на телегах. Известное дело. Бог поможет. Что с вами, Шарль? Подумайте о родителях. Как ваш секретарь, я обещал им, что мы вернемся, если дорога будет опасной. Я в отчаянии. Почему я не убедил вас заночевать в Томске? Люлю, j'ai vu Я видел волка. Месье, la princesse Екатерина Ивановна m'a dit de vous Княгиня Екатерина Ивановна приказала отвезти вас к лекарю в Томск. Со мной деньги на дорогу до Петербурга и ваше жалование за месяц вперед. Взяли б вони її обережненько, додому принесли, зробили з пір'ячка гніздечко, отак, Микола Сергійович. Посадили туди качечку, а самі в ліс за грибами пішли. Я всегда нахожусь под надзором строже, нежели во время заточения в крепость. Повинуйся тому, что чувство обязанностей твоих признает необходимым. Ты мать, ты дочь, и я готов всем жертвовать, чтобы доставить тебе успокоение. Бесценный друг мой Мари, какое бы твое решение ни было, даже если б я через него лишился навсегда надежды тебя увидеть, то и всей ужасной горести моей послужит мне облегчением уверенность, что они тобой в полной мере разделяемы, и что в решении твоем ты повиновалась одной жестокой необходимости.
не верю. Не верю. Й полетіла разом з усією стаєю. Я не упрекну вас ни в чем. Милый Сергей. Николай Павлович расспрашивал о князе с пристрастием. Разумеется, Маша, я обелял Сергея, как мог. Мы беседовали около часа, но преуменьшить вину князя было невозможно. И государь даже сказал, что Волконский недостоин нашего участия. Я не остановился бы истребить к нему уважение. И сами обязательства дочери посчитал бы расторгнутыми, ибо долга к нему она не имеет. Но я понимаю, дочь, нет ничего тяжелее вечной разлуки с живым. Не тревожься, отец. Других печалей, кроме тех, что касаются Сергея, у меня нет. Наверное, надо обладать большей силой духа, чтобы не посвятить себя тому, кто в этом нуждается. Я знаю, что все перенесу возле Сергея. Хоронить себя заживо? Во имя чего? Волконский заговорщик. Твой первый долг сейчас – это твой сын. Ты убьешь своего сына. Довольно? Помилуйте. Ведь еще год назад вы убеждали меня в добродетелях жениха, а нынче отказываете мне в утешении. Знаете, я люблю моего мужа и жду хоть каплю вашего сострадания. Ты обманываешь себя. Нет у тебя к нему чувства. В ней, верно, говорят письма волконских баб. Боже. И прежде всех его матери, которая давно из ума выжила. Уверились, что героиня, вот она и ревется, как последняя дурочка. Пойми, Маша, если бы я знал, что ты едешь по любви, что заблуждение не исчезнет, я согласился бы похоронить тебя живую, оплакал бы кровавыми слезами и, тем не менее, отпустил бы. Могу остановить тебя моей властью, остановись сама. Опомниться и прозреть в Сибири было бы для тебя большим несчастьем. Пожалей отца, Мари. Маша.
Княгиня Екатерина Ивановна, пожалуйте. Вот уж кого не ждал в этом доме. Прошу вас. Губернатор Цейдлер, к вашим услугам. Прошу, садитесь. Позвольте мне остаться так. О, понимаю, шутка ли? Столько верст по нашему бездорожью. Пафнутий! Понимаю, ваше происходительство. Могу я узнать, отчего на станции мне отказали в лошадях? Видимо, нету. Странно. Осмотритель сослался на запрещение. Да. Простите. Видите ли, я должен вас кое о чем предуведомить. Если вы пожелаете следовать в Нерчинск, я обязан вас ознакомить с теми мерами, которые будут к вам применяться. Если пожелаю. Не думаете ли вы, генерал, что я проделала этот путь для того, чтобы встретиться с вами? Тем не менее, вам придется меня дослушать. Знаете ли вы, что все это придется отправить обратно? Ни денежных сумм, ни вещей многоценных брать с собой также не дозволяется. Но это еще не все. Ваше право на крепостных с вами прибывших утратится, как только вы двинетесь дальше Иркутска. Ваши люди с вами не поедут. Значит, не поедут? Да. Подозреваю, княгиня, что вы не совсем представляете, какова будет ваша жизнь в рудниках. Вы будете жить там, как самая бедная крестьянка. В самом деле? В избах грязь, смрад, насекомые, пища, хлеб да квас. О климате, боюсь говорить, он страшен, а для вас губителен. Но ведь я там буду с мужем. Справедливо. Однако же не забывайте, княгиня, о том, что ваш муж в тюрьме. Свидания будут редкие. Не чаще одного раза в неделю, на 1 час, в присутствии офицера в арестантской палате. Понимаю. 1 час офицер присутствует. Пожалуйста, велите дать лошадей. Вы вполне уразумели, что все остальное время вы будете одна, среди дикого населения. Вас будет окружать в казарме 5000 клейменных каторжников, людей самого развращенного и презрительного класса. Верно, кто-нибудь управляет рудниками? Счастье, не в состоянии защитить вас от оскорблений, которые могут быть даже насильственны. Разве там не наказывают за преступления? Княгиня. Закоренелым злодеем. Не страшное наказание. Они даже найдут право считать вас себе подобные, как жену государственного преступника, который несет равную с ними участь. Не прикажете ли чайку, княгиня Екатерина Ивановна? Незаменимый по здешним местам напиток. Бог поможет. Пожалуйста, велите дать лошадей. Пожалуйста.
Воля ваша, княгиня. Здесь изложено все, о чем я вас предупредил. Ваша подпись будет означать, что вы станете подчиняться всем этим мерам. А теперь отправьте меня поскорее. Сожалею, княгиня, бумага пойдет о субраказе в Петербург на личное его императорское величество рассмотрение с фельдъегерем. Сколько же ждать, господин генерал? Месяц туда, месяц обратно. А уж как скоро государь соизволит ознакомиться, да ответить. Все, как вы понимаете, от меня не зависит. Станете ждать или предпочтете вернуться домой? Господи. Не убивайтесь, княгиня Екатерина Ивановна. Вы перед Богом чисты. Барыня, куды ж вы? Не губите! Пущать не велено. Нечто не слышать. Милуйтесь. Барыня! Madame, je ne pensais pas franchir le seuil de votre Я не maison. думала, что еще раз переступлю порог вашего дома. Однако, отправляясь в Сибирь, я хочу предоставить вам последнюю возможность вернуть расположение вашего сына. Madame apprit que son fils Григорий est tué en duel. Мадам узнала, что ее сын Григорий убит на дуэли. Mon Dieu. Attendez. Подождите. Вон, ступайте. Je me suis rendu compte que vous n'êtes pas une faible, mademoiselle. Вижу, что вы не из Mais слабых. il est bien peu probable qu'une étrangère supporte Однако ce иностранке voyage. трудно перенести путешествие в Сибирь. Je vais Оставайтесь. vous acheter une maison à Moscou. Я куплю вам дом в Москве. Vous ne manquerez de rien. Je ne vous demande qu'une chose. Вы не будете нуждаться ни в чем. Ne partez pas. Только не уезжайте. Le jour de ma mort, la famille s'emparera de tout ici. Как только я умру, родственники завладеют здесь всем. Mon fils Jean, Мой сын молод. il supportera tout facilement. Он все перенесет легко. C'est sa mère qui a le plus besoin. Его матери вы гораздо нужнее. C'est impossible. Это невозможно.
Знаю вашу щепетильность. Возьмите, пригодится в Сибири. Поддержите Ивана. Entouré par des monstres. Lorsque vous serez parti, ils m'empoisonneront. Как только вы уедете, меня отравят. Я буду молиться за вас. Не стоит, Иван, красавицы этакой. Да что уж, да где уж, матушка-барыня. Не стоит, барыня-матушка, не стоит. Где уж ему, беспутному? Придержи язык. Покорно благодари. Молиться ей надо на Ванечку. Голь французская. Взять с собой сына. Взять с собой сына. Дозволено быть не может. Не может. О сыне молю, Пресвятая Богородица, о сыне. Люблю дитя на свет еще не явившееся. Я скорее проникнусь приязнью к своему мужу, когда увижу повторение его в ребенке. Кровь от крови его, плоть от плоти. Помоги мне, Господи, помоги мне. Находиться в таких чувствах к отцу моего будущего ребенка. Грех. 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 Почту передали. Все как велено, ваше превосходительство. Ваше себя поднимались в детскую. Прикажете позвать?
Я играла в саду. Сядь, Маша. Князь Сергей Григорьевич Волконский просит твоей руки. Князь прекрасный человек, из хорошей семьи. Уверен, что с ним ты будешь счастлива. Я уже дал согласие, надеюсь, ты поступишь, как подобает дочери. Но, папа, я совсем не знаю его. Через месяц свадьба. Ступай. Мой сын пребывает в счастье. Мой муж несчастен. Мое место около мужа. Мари, что будет с отцом, Мари? Да за что же нам все это? Я прокляну тебя, если не вернешься через год. Возвращайся скорее, Мари! Мы все будем ждать тебя, Маша! Ни единой слезинки не пролила. Это самая удивительная женщина, какую я знал. Pourquoi ne pas se retirer quelque part pour jouir de la vie champêtre, élever nos enfants? Mon cher Serge. Il y a longtemps que je n'ai pas rencontré l'empereur. Je dois reconnaître que mon admiration envers l'idole de mes jeunes années s'est bien Si l'empereur Alexandre vient à prononcer encore une fois le nom de ta cousine, Serge, tu peux lui dire que tous les jours, elle prie Dieu pour son salut. Ces derniers temps, tu parais vraiment épanouie, chère cousine. Tu étais si triste à ton arrivée en Italie. Когда ты приехала в Италию, ты была такой грустной. Oui, l'attachement d'une Не femme правда ли, русские женщины не любят путешествовать? Привязанность русской женщины к дому не знает себе равных. Si j'en juge par ta mine, les eaux d'Italie t'ont fait beaucoup de bien, Catherine. Судя по твоему виду, теплые воды Италии пошли тебе на пользу. Доктор так обнадежил меня. Если верить ему, не пройдет и года, как я смогу подарить Сержу маленького Je ангела. vais prier pour toi. Буду молиться за тебя. Demain, Signor vous a invité à écouter son opéra. È successo qualcosa. Grazie. Un instant, princesse.
tu as voulu me voir plus tôt. Eh bien, me Ты voilà. ждала меня. Te dérange encore? Du tout, j'ai fini. Je vous quitte. Vous n'oubliez pas, mon cher, que nous sommes invités. Не забывайте, что сегодня вечером нас ждет герцогиня. Чего сидеть без толку? Нету их дома-то. Их превосходительство, как за ним могут, так у доктора и остаются. Делает им втирание, да припарки. Куда уж ехать-то? Верно, Иван Богданович там и ночует. А так уж давно здесь были. Напрасно вы дожидались, ваше сиятельство. Уж ночь на дворе. Монтеске. Персидские письма. Нет, чтоб я не принес. Пожалуйте. Сегодня мне опять не удалось принять вас. Я все еще нездоров. Не поднялся лишь для дела безотлагательного. К тому же высочайшие ответы, как вам известно, все еще... Мне нечем утешить вас, княгиня Екатерина Ивановна. Если не ошибаюсь, это уже 10-й ваш визит. Извиняюсь, 11-й. Ну, вот видите. Где мое письмо, генерал? Где подписанная мной бумага? Ответ не мог затеряться. Помилуйте, фельдъегерь. Ну, видите. Не хотелось мне обременять государыню-императрицу. Пафнутий. Бумага. Ждет, как приказано. Где что идет? Отправляй. На неделе отправляй. Слушаюсь. На той неделе. Прикажете во вторник? В пятницу. В пятницу самый раз. В самый раз в пятницу. Да. В пятницу. Самый раз. Здесь хотя бы малороссийские сорта, харьковскую зеленку. Или, например, гранит Лансбергский. А вот это посажено как раз в год, когда Маша родилась.
Что отметил ноготок сестрицы? Лучше погрешить против знатности, нежели против добродетели. Жена угольщика более достойна уважения, нежели любовница принца. Как тебе, князь? Я его плохо разглядела. Уж не собираешься ли ты меня сватать, братец? Как знать, Волконский холост из лучших женихов в России. Такая честь. Не подождать избранника поскромнее. Куда спешить, мне 18. Да я скорее сбегу хоть в новый свет, чем стану женой именитого красавца. Несчастью верная сестра. Несчастью верная сестра. Надежда в мрачном подземелье. Надежда. 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 Ну, конечно. Разве не любит Отечество тот, кто жертвует за убеждения? Кто голову за них кладет на плаху? Разве он не достоин уважения? Только лишь потому, что прежде времени затеял дело свое. Поїхали, ваше сиятельство! Сідайте, будь ласка, сідайте. Ваше сиятельство! Высочайше повелено нагнать ваше сиятельство. Депеша из Петербурга. Пожалуйста, прочтите. Жене государственного преступника не будет дозволено покинуть место каторги прежде смерти супруга. И даже после смерти его правительство не принимает на себя непременную обязанность дозволять вдовам преступников возвращение в Россию. Благодарю. А теперь скажите, далеко ли Екатеринбург? 200 верст, ваше сиятельство. Брауха. Ваше сиятельство, вот те раз. Никак случилось что? А как же без... Сейчас доложим. Только примут ли, кто ж мог знать-то?
Милостивый государь, ответ получен еще на прошлой неделе. Оставьте уловки. Вы знаете о письме не хуже, чем я. В самом деле, княгиня, я ведь еще не читал. Еще не успел прочесть, княгиня, вот беда. Так читайте же, милостивый государь. Разумеется, прочту. Однако, смею заметить, от государя идет много почты, не только касательной ваших дел. Через недельку. Милостивый государь, вы держите меня скоро 6 месяцев. Ну что ж, извольте. Пафнутий. Ознакомьтесь. Прочтите хотя бы, что от вас требуется. Разве вы не знаете, что мне все равно? Ошибаетесь. Ох, ошибаетесь, княгиня. Жена, следуя за своим мужем, сделается естественно причастной его судьбе и потеряет прежнее звание и титул княжеского, графского и прочего достоинства. То есть будет уже признаваема не иначе, как женой ссыльно каторжного, с тем вместе принимает на себя переносить все, что такое состояние может иметь тягостного, а именно дети, которые приживутся в Сибири, поступят в заводские крестьяне без права наследования имущества, а также ношения фамилии отца, поскольку будут числиться крепостными. Напрасно вы себя мучили. Чтобы сразу-то послушаться, уж давно вы были дома. И родные бы не изнывали в разлуке с любимой дочерью. Все. Теперь я могу ехать к мужу. Потрудитесь распорядиться о лошадях.
когда-нибудь видели каторжников в железах? Отвечайте! Почему вы кричите? Кто дал вам право? Вы дали право. Вы жена ссыльно каторжного. Вы отправитесь в Нерчинск. Но по этапу. Вас закуют по ногам, по рукам. Вы поедете с партией каторжников под конвоем. Вас привяжут со всеми вместе на один канат, как привязывают злодеев, чтобы не убежали. Еще замечу. Из 500, что мы отправляем по этапу, из 500 мужчин до Нерчинска добирается не более трети. Ну что? Согласны вы теперь? Мне все равно, лишь бы идти. Велите нести кандалы. Вы поедете, поедете. Я не хочу, я не могу тиранить вас больше. Я мучил вас, простите, княгиня Екатерина Ивановна. Меня принуждали всеми средствами. Я пугал вас этапом, это пустое. Я дам лошадей, храни вас Бог. Нет, Фрол, поезжай туда.
Не заслужил ты снисхождения, какое тебе оказывается. Снисхождение? Употребление тебя в работах и есть снисхождение греху твоему тяжкому. Вот скромностью и поведением ты докажи свою покорность. Я нездоров, и вы это знаете, любезный. А ты чё, лечить сюда приехал? А? А ну встань, Казимиров! Вот мы и проснулись. Аленка моя проснулась. Сейчас накормим. Сейчас. Господи, щеки-то. Потерпите, барыня. Вот мы и в земле, обетованной. Стой! Куды? Ходить не велено. Здесь ли содержится князь Волконский? Тут князей нет, все больше каторжный. Я проехала, чтобы встретиться с мужем 7000 верст. Да поживее бегите. Как бы коменданта нелегкая не принесла.
Имеешь ли, Прасковья, желание благое и непринужденное и твердую мысль взять себе в мужа сего Иоанна, его же пред собою здесь видишь? Il demande, mademoiselle Goebel, si vous voulez prendre Jean pour époux. Да. Была не была. Мои поздравления, мадам. А ну, торопитесь. Его сердечного. J'avais oublié de te dire. Je voudrais que tu saches. А ну назад! Как ты смеешь говорить не по-русски? Je ne comprends rien. Tu t'engages par écrit, а не parler que russe. Я обязалась говорить с каторжными только по-русски. Оглохло, что ли? Не сметь! Убью! Не смейте! Не смейте ее трогать! Мерзавцы! Вот тут! А ну, охлади! Allons, enfants, de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. Как вы можете? Это не делает вам чести. Уймите же своих героев, генерал. Прекратить! Je vous écoute pour tout ce que vous aviez l'intention de dire. Je le communiquerai à votre époux dans la langue. Мадам, скажите мне все, что вы хотели, и я передам это вашему супругу на языке, предписанном правилами. Je vous assure, général. Je suis monsieur. Я Je suis хотела vraiment сказать, très- генерал, très- что я очень счастлива. Ваша жена просила передать вам, что она совершенно счастлива.